Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видео – как записать и обработать голос в Adobe Premiere Pro. Сильно затягивать не буду, вы на канале Музыкальный помощник, меня зовут Макс, и мы погнали. Значит, когда мы открыли наш Premiere, идем во вкладку сразу «Изменить установки аудиооборудования» и смотрим здесь, что у нас по аудиооборудованию. Вот по умолчанию здесь у меня выбран мой микрофон MPM4000U. Смотрим, чтобы ваш микрофон также был выбран. И вывод по умолчанию — это моя внешняя аудиокарта. Она вот так называется. Отлично. И сразу задержку мы меняем. Здесь по умолчанию, скорее всего, будет 250 или 200. Мы ставим на 30 и надеемся, что у нас ничего не зависит, не взорвется. Нажимаю ОК. Я загрузил здесь небольшое видео, чтобы скучно не было. И чтобы записать свой голос, вам нужно сделать несколько действий. Во-первых, нажимаем на вот эти стрелочки здесь и переходим в микшер аудиодорожек. Если у вас этого нет, вам нужно перейти в окно, рабочие среды и выбрать все панели. Если у вас уже выбрано, то ставим другую и возвращаемся на все панели, и вот оно у вас должно здесь появиться. Я для удобства этот микшер аудиодорожек вот так вот перетащу влево, потому что нам нужно будет видеть то, что происходит по вертикали. Так, немножко расширю. Так, отлично. Теперь, чтобы записать голос, надо нажать вот на эту маленькую кнопочку «Запись». Прежде чем я это сделаю, надо понизить уровень общей громкости вот прям вот в минус, чтобы я сам себя не слышал, а то я буду слышать себя, когда я буду записывать, и это все смешается с моим OBS, и все будет плохо. Так, я нажимаю на кнопочку «Запись» и нажимаю здесь на микрофончик. Этот микрофон на дорожке висит, и когда я нажму, пойдет обратный отсчет, я могу записать. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Кстати, я думаю, сейчас самое время сказать про то, что мне очень важны ваши лайки и подписки, ведь чем больше их, тем больше у меня видео, тем моя мотивация снимать видео намного сильнее, поэтому поддержите канал, а я буду поддерживать вас знаниями. Итак, мы можем видеть, вот мой голос записался, мы его видим еще и вот здесь, как аудио 1/5, это я уже 5-й раз записываю, поэтому не удивляйтесь. Вот, возвращаем нашу общую громкость двойным кликом в нормальное положение. И давайте прослушаем, что получилось. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Я снова понижу громкость до минус 100. И давайте посмотрим, что у нас происходит вот здесь, слева. Наш голос доходит до громкости минус 12. То есть 0 это максимум наш, а минус 12 это максимум нашей записи, по сути, да? Ну, мы можем увидеть, я еще раз поставлю. Вот здесь до минус 15 доходит, и в какой-то момент минус 12. Это хорошо. Я настроил микрофон так, чтобы он работал, чтобы он записывал на громкости минус 12. Почему это хорошо? Потому что так будет удобнее обрабатывать наш голос. Чтобы это сделать, надо настраивать чувствительность микрофона. У меня на моем микрофоне есть вот такая вот крутилочка Gain, и ею я могу контролировать громкость входящую, точнее выходящую из микрофона. Итак, добившись громкости минус 12 дБ, мы начинаем обрабатывать. Давайте еще раз послушаем, какие минусы есть у нашего голоса. Во-первых, он, конечно же, тихий, минус 12 это мало, поэтому мы будем нормализовать его по громкости, а также я слышу шумы. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Опять же, слышно, что здесь есть определенные шумы, и чтобы от них избавиться, нам нужно нажать вот сюда, на этот маленький треугольник. Откроется панель эффектов. Мы знаем, что на дорожке А1 лежит наш голос, поэтому вот она, А1 наша, мы будем обрабатывать именно ее. Давайте послушаем, как звучит необработанный голос. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море. Максимальная громкость голоса нашего доходит до минус 12. Это минус 12 дБ, ниже нуля. И на основе этого мы будем настраивать все последующие эффекты. Во-первых, конечно, мы вешаем уменьшение шума. Обязательно смотрите, чтобы вот здесь была кнопка «Выкол», потому что если здесь по умолчанию либо чтение, либо сенсорный, то все значения, которые мы будем здесь исправлять, он будет возвращать в автоматическом режиме и сам будет решать, а решает он фигово, поэтому нет, ни за что. Не даем роботам решать за нас. Это у нас шумоподавление, ставим
на 60%, я думаю, что достаточно, потому что шума на моей записи достаточно много. Я специально старался сделать именно так, поэтому давайте послушаем вместе с этим эффектом. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Здесь можно выключить его, можно послушать опять. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Возможно, это было бы все, но я хочу, чтобы ваш голос зазвучал еще лучше. Поэтому идем во вкладку «Однополосный компрессор». И, как я уже говорил ранее, громкость нашего голоса это минус 12 дБ, и на основе этого я забираю еще где-то, наверное, 8, ставлю 20, либо же 22 дБ чувствительность здесь. Забыл, минус 22 должен поставить. Минус 22, соотношение 1,5. Здесь выпуск я ставлю на 30. Не заморачивайтесь, что это такое. Если вам интересно об этом побольше узнать, напишите плюсик или какой-нибудь гневный смайлик, потому что я не объяснил это, да. Вот, напишите, я обязательно сниму подробнее об этом видосик. Итак, компрессор мы настроили. Это однополосный компрессор. Далее идем в жесткий ограничитель. В жестком ограничителе настраиваем ограничение максимальной амплитуды. Перед этим я должен заново послушать наш голос после обработки компрессором. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Я думаю, что наш голос не должен доходить больше, чем вот этого значения, минус 16, наверное, да, где-то так. И поэтому максимальную амплитуду я выставляю на минус 16. Время выпуска снова же на 30 миллисекунд. Да, теперь после него я должен повесить эффект «Усилить». Мы усилим громкость нашего голоса. Здесь галочка должна стоять «Связать ползунки», и я добавлю, где-то 9 дБ, наверное. Я думаю, что этого достаточно будет. Теперь можем послушать без обработки голос. Да, на второй дорожке у меня нету никакой обработки, вот она вторая дорожка, там ничего нет. Слушай. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, и вместе с обработкой. Сэмпл голоса. Мы видим прекрасный океан, либо же это море, вода, волны, успокоение. Что ж, если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, и на них обязательно отвечу. С вами был музыкальный помощник, меня зовут Макс, до скорого.